Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 января, суббота. У нас произошло немало событий за последние сутки. Еще больше событий нас ожидает, причем важнейших. Нас ожидает на следующей неделе или в течение следующих 2 недель. Сначала отвечу кратко на вопрос, который многие мне зрители задавали по поводу слухов о том, что якобы Пентагон собирается в большом количестве уничтожать ракеты «Атакамс» вместо того, чтобы передать их Украине. Докладываю, это фейк. Причем он носит такие черты, причем такие основательные черты злонамеренного фейка. Дело в том, что изначально эта информация была опубликована со ссылкой на одного человека. Один источник опубликовал эту статью, журнал, вернее, не статью, а заметку, журнал Newsweek. Такого я от него не ожидал, по крайней мере, откровенно говоря. И этот источник – это управляющий или менеджер гольф-клуба в Соединенных Штатах Америки. Ну, понятно, да? Уровень познаний никто не знает. Руководитель гольф-клуба сенсационную информацию выдает. Видимо, это сообразили в Ньюзвике на следующий день, поэтому пошли к Бену Ходжесу, известному другу Украине, двухзвездному генералу, но поставили ему вопрос некорректно. Вместо того, чтобы спросить, правда ли это, что американцы собираются уничтожать «Атакамс», вместо того, чтобы передать Украине, ему, видимо, задали вопрос. А вот если уничтожается какие-нибудь системы вооружений в Штатах или снаряды, не лучше, не было бы ли разумно передать Украине? На что генерал сказал, ну, конечно, было бы разумно. То есть он отвечал не на вопрос, действительно ли собирается это произойдет или собирается это сделать, а на то, что если уж что-то уничтожать из оружия, то не лучше, то действительно лучше отдать украинцам. Тем более они такие умные ребята, мастера на все руки, они смогли бы продлить срок действия, значит, этих ракет. То есть, еще раз повторяю, это полный фейк, потому что, не проводят. Я проконсультировался с людьми, которые работают с «Атакамс», и они мне рассказали, что массовое уничтожение ракет и «Атакамс» в частности просто не производится, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. Каждая ракета имеет свой паспорт, согласно которому регулярно в определенное время эту ракету должны протестировать на предмет ее годности. То есть наступление срока до годности автоматически не ведет к тому, что ракета выбрасывается или уничтожается. Просто в определенный срок надо провести тестирование. Если там какие-то проблемы, можно заменить. Если уж совсем непригодно, уничтожает. Но так, чтобы уничтожали вот так вот все сразу, это абсурд. Просто абсурд. Поэтому, кроме того, мне сообщили, что целая партия «Атакамс» находится в полной боевой, готова к пересечению украинской границы. В общем, как раз те ракеты хорошие, которые так долго ждут ВСУ. Единственная проблема – это деньги, которые Конгресс до сих пор не выделяет. И в этой связи вот с этого и начнем. Как там обстоит дело с выделением денег. Январь месяц, Новый год, Байден начал в драматических тонах. Буквально в первые дни Нового года он заявил, что существует прямая угроза вступления вооруженных сил Соединенных Штатов в прямое боестолкновение с войсками Российской Федерации. Это в случае, если Украина проиграет эту войну из-за того, что Конгресс не даст деньги. Тогда восточный флаг НАТО в опасности, Соединенные Штаты должны туда выдвинуть свою даже живую силу, то есть бойс должны будут туда посланы, и угроза боестолкновения. Он сказал, что мы должны остановить это,
Путин стремится уничтожить Украину, поработить ее народ. Мы должны остановить это. И на вот этой высокой ноте он призвал Конгресс незамедлительно выделить деньги. Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять жизненно важное оружие и системы ПВО, которые нужны Украине для защиты своего народа, сказал Байден буквально сразу после того, как Украина в течение 5 дней подверглась самой варварской, самой крупной ракетной атаке с воздуха. И вот теперь мы ждем. Но вчера было принято одно решение, которое может изменить все. Верховный суд Соединенных Штатов принял к рассмотрению в ускоренном порядке апелляцию адвокатов Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, который фактически запретил ему участвовать в праймариз в этом штате. А затем последовало аналогичное решение в штате Мэн. И вот мы с вами об этом говорили, только Верховный суд может вынести окончательный вердикт. Там речь шла о том, что человек, который однажды присягал Конституции Соединенных Штатов Америки, занимал какую-то выборную должность, а потом участвовал в путче против Соединенных Штатов, он не имеет права впредь занимать никакие официальные выборные должности. 14-я поправка, пункт 3, или раздел 3 этой статьи, о которой вы, наверное, уже много слышали. Верховный суд рассмотрит, заслушает аргументы обеих сторон уже 2 февраля, что считается очень быстро. То есть было опасение, на это рассчитывали, опасения были у противников Трампа, а он и его адвокаты рассчитывали, что Верховный суд затянет рассмотрение этого дела, с тем, чтобы, то есть пока он не сказал, что это решение Колорадо неконституционно, он пока может участвовать теоретически в праймариз в этом штате, в штате Мэн. Но Верховный суд решил рассмотреть это в ускоренном порядке. И так 8 февраля заслушают, а до 5 марта должен быть вынесен вердикт. И если Верховный суд согласится с судами Колорадо и штата Мэн, в штате Мэн, по-моему, там не Верховный суд, а секретарь штата, не ручаюсь за точность, это не имеет значения. Так вот, значит, если Верховный суд поддержит решение властей Колорадо и Мэн, то все, Трамп капут. И это меняет все, потому что сейчас то, что происходит, особенно в Палате представителей с республиканской фракцией, это все, значит, там закоперщики, главное, это небольшая клика, и по-разному насчитывают, где-то последняя цифра я считал, около 30 человек. Это вот как ручные баллонки Трампа, которые работают, им плевать, вот они там говорят, что сейчас важная проблема укрепления границ, это принципиальный вопрос, мы не поступимся тут этими принципами ни на йоту. Один из них, я не знаю, после новогодней ночи, какая у него была, в каком состоянии голова, но он проболтался, заявив, что мне плевать. Там и на границу, и на вот эти все переговоры. На какие бы уступки ни пошли демократы в Белый дом, я не проголосую за этот законопроект, компромиссный, даже если он будет достигнут, помощи Украине, плюс укрепление границ в любом виде. Не проголосую, потому что он принесет очки Байдену и демократам на предстоящих выборах. То есть Трамп хочет, это его, не то, что он хочет, это его жизненная необходимость прорваться в президент, иначе он прорвется в тюрьму. То есть одно из двух, третьего не дано. И вот поставлена задача зарубить этот законопроект. Посмотрим, как это будет выглядеть. Удастся ли? Вот в чем вопрос. Потому что, допустим, в Сенате вот все это время, несмотря на новогодние каникулы, работала согласительная группа с представителями 2 партий. И пока там радужных победных реляций нет, но вроде продвижение есть. И Шумер,
буквально позавчера, это лидер большинства, демократического большинства в Сенате, сказал, что если Сенат примет, выработает этот компромисс и проголосует за это, то это окажет сильнейшее давление на самых оголтелых в Палате представителей, потому что тогда обнажит их гнусную сущность. Ну, а в это время лидер, спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что он хочет вести переговоры напрямую с президентом Соединенных Штатов по этому поводу. Случай, не знаю, может быть даже беспрецедентный, но во всяком случае точно редкий, очень редкий, на что директор по бюджетным вопросам Белого дома заявила, что ему бы надо вести сейчас, если он серьезно хочет переговоры, ему надо подключиться к группе согласительной в Сенате, чтобы выработать сразу такой законопроект, который был бы приемлем и для Сената, и Палаты представителей. А так Джонсон, если он хочет начать с Байденом, то начнется переговоры с нуля, опять сначала. То есть, возможно, у республиканцев существует такая тактика – затянуть, дождаться, что решит Верховный суд, а это аж до до конца февраля и самого начала марта. А потом, значит, вильнуть хвостом в зависимости от того, какое решение примет Верховный суд. То есть, если Трамп капут, все, забыли Трампа, становимся геостратегами, рейганистами. И если Трамп выигрывает, идет, ну тогда подстраиваемся под Трампа. Вот какая печальная ситуация. Ну, ситуация так, я бы сказал, опять 50/50. Хотя, с другой стороны, некоторые аналитики высказывают мнение о том, что это игры. Вот каждая сторона в последнюю секунду хочет оказать последнее давление, но все-таки мне чем дальше, тем больше кажется, что это не столько игры. Вернее, это игры, но не с тем, чтобы принять решение в последнюю минуту, а игры с тем, чтобы посмотреть, что будет с Трампом, а следовательно, со всей республиканской партией. Ну, на волне вот этих всех событий на днях министр иностранных дел Кулеба дал интервью Кристиан Ампур, известная телеведущая CNN, которая, в частности, задала вопрос. Она ему так описала вот эти все трудности, неопределенности, и задала вопрос: а у вас есть план «Б»? Вот если так случится, самый худший случай, мы с вами знаем, что война, надо обязательно иметь план «Б». Причем даже не только план «Б», лучше еще и «С» иметь. То есть планируем по наихудшему варианту, имеем в виду наилучший, ну и средний, на всякий случай. То есть план «Б» обязан быть на худший вариант. На что Кулеба ответил твердым «нет». Сказал: мы уверены, мы. То есть администрация Зеленского уверена. Я не знаю, откуда идет эта уверенность, потому что вот в Вашингтоне я уверенности ни у кого не вижу и не слышу, потому как какое решение примет Верховный суд, не знает никто, даже Трамп. Надо сказать, что в Верховном суде сейчас большинство принадлежит так называемым консерваторам. Но тут консерваторы, не либералы, это не имеет в данном случае никакого значения. Это не вопрос сейчас о трансгендерах или ЛГБТ. Вопрос о геостратегии. И что президент может, а что он не может совершать, даже занимая эту должность. И вот Трамп, выступая буквально вчера на очередном предвыборном митинге, он сказал, объявил о том, что Верховный суд взял рассматривать это дело, и сказал там 3 человека, которых я назначил. Действительно, при нем 3 человека. И он, естественно, считает, что они должны быть ему обязаны до конца своей жизни. И вот он сказал: это очень хорошие люди, и я уверен, что они примут хорошее решение. Мне нужна только справедливость. Мы же понимаем,
какое хорошее решение ему надо. То есть он уже типа оказывает на них давление. Но один из них, который прошел со страшным скрипом, там оказалось, что в молодости, будучи студентом, он пиво неправильно пил. Ну, я шучу, конечно, но что-то как-то он с пивом, там как-то было дело в студенческой общаге. В общем, чушь, конечно, полная чушь, но его повозили фейсом об тейбл основательно при утверждении. Так вот, это кабана. Так вот, в 2020 году он принял решение, согласно которому президент Соединенных Штатов, даже находясь в должности, не имеет права совершать уголовные преступления. Он не выше закона. Даже президент США не выше закона. Это первое, что он сказал. То есть, следуя этому, вот если он сейчас то же самое повторит, рассматривая апелляцию Трампа, то все, Трамп вылетает. А изменить сейчас это положение, то есть Кавану опозорить себя на всю оставшуюся жизнь. А он человек молодой и может там еще лет 30 сидеть. Тем более, что член Верховного суда никоим образом не зависит от президента Соединенных Штатов Америки. Ему плевать, Трамп там или Байден, или Вася Пупкин. Он пожизненно. И теперь он может сказать спасибо президенту Трампу для того, что он выставил эту кандидатуру мою, но, как говорится, Платон мне дорог, но истина дороже. Поэтому уверенности нет ни у кого. Ждем. А тем временем ответим на вопрос о плане «Б». Я как-то был обескуражен заявлением Кулебы, что его нет и что мы полностью уверены. Но это мне напоминает на полную уверенность представителей администрации Зеленского буквально за 2 дня до вторжения российских войск 24 февраля 2022 года, когда все они были абсолютно уверены, и вместе с ними были уверены все спецслужбы Украины, как об этом заявлял в частности тогдашний министр обороны Резников. А план «Б» есть, и сейчас я вам о нем расскажу. Итак, план «Б» для Украины на самый плохой случай. Это если Конгресс не утверждает помощь Украине в размере 61 миллиард долларов. По этому плану, кстати, о нем я вам начал рассказывать в своих предыдущих 2 видео. Судя по статистике на моем канале, 88,6% моих зрителей правильно поняли то, что я рассказал. Ну, а остальные, там, значит, у нас 1,4 не поняли. Но они оказались самыми активными, потому что вот практически, наверное, большинство из них выразило свое непонимание или непринятие того, что я рассказал в комментариях. Они были настолько однозначны и похожи, что одна из зрительниц, которая поняла, что я сказал, из Швеции, значит, она их разбила на 2 части. Одна категория о том, где у нас F-16, а вторая категория, значит, кричали о том, что почему нам не разрешают стрелять по объектам в Российской Федерации. Ну, еще одна группа, те просто вот у нас украинцев убивают. Вот просто вот убивают, все об этом знают. Но это вот как на похоронах такой крик стоит, украинцев убивают. Я понимаю, вот, то есть мы все должны с вами понимать, я вам об этом и говорил в тех же 2 видео предыдущих, и сегодня скажу, что одной из целей того, что делает сейчас Путин, это деморализация украинцев. И сейчас у меня вот на канале по этому поводу работают и тролли со стороны Москвы, и тролли со стороны Украины, тролли 5-й колонны. Они толкают одно и то же, вот сейчас все пропало и так далее.
Поэтому, значит, я бы это все проигнорировал бы и вычистил. Да, сюда же относится и вот этот вопль украинцев убивают. На всех, на каждой войне убивают. С одной стороны, с другой стороны. А украинцев, почему их убивают? Да потому что вот правительство такое, ему полгода говорили о том, что будет война и надо к ней готовиться, а они говорили, что мы не верим. Нет, мы твердо уверены, что ее не будет. И привели страну неподготовленной, безоружной. Ну вот поэтому убивают. И что делают? Ну, можно сидеть и дальше кричать на диванах. Нас, украинцев, убивает, но это не выход из положения. Мы должны находить ходы, которые возможны для того, чтобы выиграть эту войну. А так просто сидеть и завывать, ну, пользы-то от этого никакой. Но кратко я отвечу на эти вопросы, чтобы больше не возвращаться. Хотя неоднократно обращался к ним. Это я отвечу не троллям, это бесполезно, я их просто вычищу. Мне сын мой поможет, он этим делом занимается и читает эти все комменты. А я расскажу, все-таки на какое-то количество, наверное, людей есть, которые поддаются влиянию этих троллей и чистосердечно, не понимая, задает из раза в раз один и тот же вопрос. Где F-16? F-16 в офшорах, господа. Я неоднократно об этом говорил. Читайте украинские средства массовой информации, которые со ссылкой на государственные органы рассказали, что в 2022 году через Министерство обороны было выведено безвозвратно в офшоры 36 миллиардов долларов, а это гривен, а это 1 миллиард долларов. В прошлом году, 23-м, их было уже 44 миллиарда гривен. То есть так вот 2,5 примерно миллиарда долларов. 2,5 миллиарда долларов – это две полные укомплектованные системы Patriot, которыми можно защитить Одессу и Днепр. Так, неплохо, в принципе. Или же это так порядка 60 F-16. Вот где они. Они в офшорах. Так, краткий вапи. Можно еще другие продолжать, но я думаю, этого достаточно будет. Второе. Почему нам не разрешают стрелять? Ну, тоже же объяснил, понимаете. Но ни один парламент, ни одной западной страны не разрешит своему правительству поставлять дальнобойные ракеты в ВСУ, если ВСУ не возьмет на себя обязательство, что этими ракетами не будут наносить удары вглубь именно российской. Речь не идет о оккупированной территории. Крым там, вот все, что оккупировали орки, все можно там бить, уничтожать, и нужно это делать. Речь идет, собственно, о рашинской территории, потому что опасаются Третьей мировой войны. Правы они, неправы, но это их право, понимаете? Это их право. Вот такая объективная реальность. Но, с другой стороны, понятно, что надо по ним наносить удар. Враг должен почувствовать, его население тоже на своей шкуре, что значит убивать своих соседей. И для этого Великобритания вместе с Соединенными Штатами Америки помогала Украине создать оружие возмездия. Это Нептун. Там проблема была, конечно, основная разработка изначально, это были украинские инженеры, ученые, но была загвоздка с смесевыми порохами, как это называется, то есть твердым топливом. Ну, система наведения, кое-что еще. То есть, и она была уже доведена, и уже были построены ракеты, и они уже были высочайшего качества. Кстати, они еще остались, хочу вас успокоить. Но потом был нанесен двойной удар. Сначала уничтожили несколько месяцев назад единственный в Украине завод по производству твердого топлива, смесевых порохов. Ну, о существовании этого завода знали еще в Москве во времена Советского Союза, поэтому неудивительно, что его уничтожили. Тут можно понять. Но здесь же мудрым головам на Банковой, в ОПе Ермака надо было щелкнуть и принять решение, что надо КБ «Луч» спасать. Но его решили не спасать, он как-то сам себя спасется. И вот так в 2 удара вот это все и произошло. Вот поэтому, господа, ну что вы мне сюда задаете эти вопросы? Идите туда, Ермаку, и задавайте вопросы.
Почему мы теперь из-за вас не можем наносить удары по вражеской территории? Вот что я вам отвечу. Немножко зло, извините, но сколько можно? Сколько можно мусолить одно и то же? Еще раз повторяю, понимаете, вот это все называется забывание вот эти все. Это деморализация самих себя, экзальтация. Мы сейчас должны с вами говорить о том, как выиграть все-таки эту войну, а не сидеть, значит, сопли размазывать по лицу и кричать: все пропало. Это не в норме украинского национального характера. Говорю вам как человек, который проследил своих предков до 5-го колена, вернее, в 5-е включительно, дальше просто потерял счет. Там не было ни одного ни украинца, поэтому я знаю это национальный характер. Поэтому и подозреваю, что вот это все разгоняется в основном тролли или люди, которые плохо учили в школе и элементарно не могут делать им элементарные логическое умозаключение. Перейдем к плану Б, господа, который в значительной степени я его раскрыл вам в предыдущем видео. И самое главное там, я вот сейчас как американцам повторю, вы же помните формулу, как надо говорить американцам? Сначала им надо сказать, что ты хочешь сказать, потом сказать то, что ты хотел сказать, а потом еще раз повторить, что ты только что сказал. Так вот, сейчас повторяю, что я сказал. Согласно тому аналитическому документу, который я вам докладывал в течение более 1,5 часов, и это не зря, сейчас вы убедитесь. Так вот, согласно этому документу, приказ Зеленского закончить освобождение украинской территории в этом году до 24 октября, он в лучшем случае невыполним. То есть он так вот услышали, забыли, потому что его в лучшем случае не будут исполнять. В худшем, если его начнут исполнять, это будет катастрофа для Украины. Потому что для исполнения этого плана нет необходимого количества оружия, и в этом году не будет, даже если дадут деньги, потому что его просто нет. Только запущены сейчас заводы, вернее, не сейчас, несколько месяцев назад. Они работают сейчас в 4 смены во многих государствах, по обе стороны Атлантики. Но если Украина, на которую напала Россия в 2014 году, фактически 8 лет ничего не делала для своей обороны, по большому счету, то им-то чего? Они делали свое оружие в том количестве, которое считалось надо, а надо в Европе считалось очень мало, потому что в случае чего большая война, Америка поможет. Америка готовилась к войне с Китаем, там совсем другое оружие надо, там военно-морской флот, авиация, а не снаряды 155-го калибра. Только вот запустили. Поэтому вот за этот срок в течение следующего года, вернее, в течение текущего года, нужно решить важнейшие задачи, подготовиться как следует. Потому что третьего шанса, вот это второй шанс наступления, освобождения Украины, третьего не будет. Вот надо понимать совершенно четко. Вот о чем главная мысль была этого доклада. Теперь, значит, этот доклад лег в основу блестящего, сейчас я вам подтвержу, это не только мое мнение, блестящего аналитического документа Министерства обороны Эстонии, этой маленькой, но умной страны, члена НАТО и члена группы «Рамштайн», которую Эстония представила на утверждение членов этой группы. И в основе, в значительной степени вот этого аналитического документа находится тот документ, о котором я вам рассказывал в предпоследних 2 видео. И вот сегодня вышла статья в Washington Times, автор Тимоти Гартон Эш. Это профессор Оксфордского университета, который занимается вопросами геостратегии. И он написал, короткая статья, как он видит победу, вообще ситуацию на полях сражений Украины, перспективу. И она заключается кратко в следующем, его позиции. Нет никакого тупика, нет никакой патовой ситуации, но, как пишет он, мы находимся в центре долгой, сложной войны, которая, вероятно, продлится до 25 года.
То же самое, что я вам рассказал в предыдущих 2 видео. На данный момент мы делаем достаточно, чтобы не допустить поражения Украины, но недостаточно, чтобы помочь ей победить. А не можем это мы сделать, потому что у нас арсеналы пусты. Не была рассчитана военная промышленность на такие потребности. И сейчас мы ее только раскочегариваем. Поэтому что нужно сделать? Кратко. В считанные дни эта ситуация означает необходимость усиления противовоздушной обороны. Критически важно для Украины. Как можно быстрее ее усилить. В течение нескольких недель необходимо увеличить количество ракет дальнего радиуса действия, в первую очередь немецких Торос, а также американских Атакамс, чтобы Украина могла продолжать теснить или кошмарить Черноморский флот Путина и нацеливаться на его стратегический и символический оплот в Кремле. На этом, друзья, позволю сделать маленький перерыв, закончить эту часть моего сегодняшнего видео. Надолго не прощаюсь. В следующей части продолжим, и я завершу вам аннотацию или обзор вот этого предложения, считаю очень важного, который сделан для группы «Рамштайн».